Говорят, что люди не меняются. Но не знаю. За плечами у этого человека Бауманка, институт управления. И этот человек я. Алексей Леонидович Коновалов. Мне 40. И совсем недавно я был успешным владельцем небольшой IT-компании. Как я дошел до такой жизни? Все началось в день программиста. Шел 256-й день года, известный среди айтишников как День программиста. Мои бойцы готовились к празднику. Наш главный программист, он же мой заместитель, пришел на работу, соблюдая профессиональный дресс-код. В свитере и с бородой. Кстати, моего заместителя зовут Алена Вишневская. Привет. Здорово. Шеф видел? Не. Пускай не поржет. Кто? Калькулятор? А он вообще смеяться умеет? Проще тюленя в зоопарке рассмешить, чем его. Да умеет он смеяться, нормально. Надо просто подход знать. Доброе утро. Здравствуйте. Ален, зайди ко мне. Сейчас многие поисковики выпускают навигаторы. А у нас в этой сфере... Ален, я тебя прошу, сними тут дурацкую бороду, а? Она мне напоминает... Сисадмина. Сними, пожалуйста. С сайтами сейчас тоже далеко не уедешь. Тем более кризис на носу. Ну, мы, в принципе, к этому морально готовы. Алена, я не готов. Я 10 лет создавал эту компанию. Я не хочу смотреть, как она обанкротится. Поэтому нам нужен стратегический партнер. И ты его... Вау. Когда-нибудь слышал ли про Infinity Game? Так я в их крокодильчика до 7 уровня дошла. Вот. У них вообще много классных игр. Я узнал, что их владелец некий Дэвид Коти. На самом деле Давид Котов. Учился в Ленинградском политехе, потом во время перестройки уехал в Канаду и там создал компанию. У нас отличная фирма для дистрибьюции их игр в России. Нераздутый штат, отличные сотрудники и чистая бухгалтерия. На днях Коти прилетает в Москву. Такие дела он ведет лично. Так и чудненько. Нам скрывать нечего. Встретим, выгулим, все как надо. Это-то да. Понимаешь, не все так просто. А что не так-то? Коти родился в Любавичах. Так, и что, выходцы из Любавича ненавидят москвичей? Нет. Он родился в Любавичах, Ален. Там живут ортодоксальные евреи. Он воспитан в ортодоксальных традициях. Он никогда не подпишет договор со взрослым холостяком, понимаешь? Паноптикум какой-то. Ну, с какого века? В общем, мне нужна семья. Смешно. У тебя девушка-то хоть есть? Ты что, издеваешься, а? Да, действительно. У тебя есть пару дней, чтобы найти мне семью. Слушай, а ты мое резюме читал? Конечно, я твой начальник. И что там, в графе «Полезные навыки» было указано, что я имею опыт свахи? Во-первых, что тут сложного? Я же не собираюсь жениться. Просто обратись в какое-нибудь актерское агентство, вот и все. Действительно, что тут сложного? Ну, может быть, ты как-нибудь сам? Алена, а кто будет компанией заниматься? Давай, все, иди. Список рекомендаций я тебе вышлю. Каких рекомендаций? Чтобы ты нашла мне какой-нибудь тортилу. Все-таки моя жена хотела, чтобы соответствовал. Давай, все, иди. Ну, на каких же подножках она будет играть? Да ни на каких, Рудольф Валентинович. Это, ну как вам объяснить, это для внутреннего представления в нашей компании. Любовь. Не к ней его душа стремится. Так, значит, на вашей фирме импровизированная сцена, да? Да не будет никакой сцены, понимаете? Не будет! Садитесь ли вы есть, пока не помоете посуду. Мне просто нужна актриса с ребенком, вот и все! Главное, переговорить с моей бывшей женой, чтобы она разрешила его взять. Да нет никакой сцены, Рудольф Валентинович. И спектакля никакого нет. И играть ничего не надо! А что вы кипятитесь? Я понял. Играть-то где? One more time, let me
but for heart, forgive me. Oh, one more time. Да, One more главное объектив. Хороший объектив так мало стоить не может. time. И карту памяти не забудь. Forgive me. Карта памяти у меня есть, могу одолжить. А, все, карту памяти не надо, есть. Ну все, отбой. Дочка едет к подруге по переписке в Австралию. Круто. Ты что, банк ограбила? Машину продаю. Ну, обещала, если без строек окончит, что делать? I didn't know how much I love you. Oh, one more time, one more time. А ваш ребенок убирает свои игрушки? Сколько минут вы проводите в ванной? Какой вы предпочитаете дезинфектор? Вы пользуетесь кварцевальной лампой? Какую систему раскладывания вещей вы предпочитаете? Да особенно никакой, лишь бы ровно лежали. Ага. Система линейного соприкасания. Отлично. Вы нам подходите. Так, кто там еще? Вот. Это что, все? Алена, ну какая-то она габаритная. Зато терпеливая. Она одна, между прочим, смогла выдержать все твои дурацкие вопросы. Слушай, ну она в 2 раза больше меня. Ну и хорошо. Скажем, что вы познакомились на соревнованиях по метанию ядра. Она метала ядро, ты был в группе поддержки. Ну, не модель. Зато добрая, тихая, домашняя. Накрасим, причешем. Ну, чем не жена? Ладно. Алло, да, Ален. Она отказалась. Как отказалась? Так предложи ей больше. Не взяла. И, кстати, у них актрисы закончились. Что значит актрисы закончились? Пусть новых закажут. Алена, Коти прилетает через неделю. Да где я тебе их возьму? Да откуда я-то знаю, где этих актрис берут? Странно. Алло, Ален, слушай, мне тут мысль одна в голову пришла. А может, ты сама как-нибудь? Тихо, тихо, тихо. Во-первых, ты меня знаешь, а во-вторых, у тебя с бородой отлично получилось. Возьмем на прокат пару детей, и все. Слушай, ты что, сегодня переработал, что ли? В смысле? Ален, я заплачу. Так, во-первых, у меня есть ребенок. Даже 2. А во-вторых, мои дети не продаются. У тебя что, правда есть дети? Ну ты правда калькулятор. Да что я такого сказал-то? Да ничего. Просто вот я, например, знаю о тебе все. Что ты ешь, что ты пьешь, даже что ты читаешь. А ты не знаешь, что я мать твоих детей. Так, а что я читаю? Но сейчас, например, заканчиваешь книгу «Тип людей и бизнес». Откуда ты знаешь? Я тебе вчера ее сама принесла. Слушай, Ален, ну я не могу быть в курсе всех нюансов. Знаешь, мои дети не нюансы. До завтра. Ален, подожди, Ален! Ладно. Ален, скажи мне, пожалуйста, сколько мы с тобой работаем? Я не буду играть твою жену. Фу, да. Я сказала нет. Оставь меня в покое, пожалуйста. Нет, я сказала. Нет, нет и нет. Все. Еще раз учительница пожалуется, месяц без компьютера. Кристина, а ты заходи к нему на переменах, следи за ним. Мам, не хочу, чтобы ко мне Мальвина заходила. Она всех девчонок распугает. Спокойно.
Алена, доброе утро. Алексей Леонидович просил вас отвезти. Секундочку. Ну сколько можно, а? Я не буду твоей женой, и точка. Подожди. Не нужна мне твоя машина, у меня вон своя есть. Ну что такое? Мама, где наша машинка? Угнали мою Австралию. Сколько? 1000 и текущие расходы за твой счет. Все хорошо, я согласен. Познакомились. 3 года назад у меня на собеседовании на тебе были закатные джинсы и полосатая рубаха с расстегнутыми рукавами. Ого. Что ты удивляешься? На самом деле, закатные джинсы и расстегнутые рукава как-то нелепо выглядят. Вот и запомнил. Ой, ну а ты, как всегда, парился в дорогом костюме. Я еще подумала, вот думаю, пижон. Видно, что жарко человеку, нет. Несет свой галстук, как знамя просто. Ну, кстати, ты с тех пор не изменился. Чего о тебе не скажешь. Так, ну-ка поподробней. Ладно, поехали. Говори, что во мне изменилось? Запрос. 3 года назад ты бы никогда не попросил $1000 за такую пустяковую работу. Пустяковая работа? Изображать жену калькулятора. Ты знаешь, если бы не кризис ее поездок... Ладно, все, проехали. Пустяковая работа. Алена! Хорошо. Как зовут моих... Алена! Детей моих, говорю, как зовут. Антон 8 лет, Кристина 15. Называют меня дядя Леша. Слушай, ну может скажем, что это мои дети, а? Еще чего? Да я даже за $10 000 не заставлю своих детей называть чужого дядю папой. Ну, согласен. Хотя, знаешь, за $10 000... Так, стоп. Дядя Леша тоже нормально. Пиццу хочешь? А то сейчас уже лопну от обжорства. Сама ешь эту гадость. Так, мама. Капиталина Альбертовна. Какие у вас отношения? Уважительные. Звоню по праздникам, по выходным дарю цветы. Наоборот, да? Черт, никак не могу запомнить. По праздникам дарю цветы, звоню по выходным. Кстати, зачем я ей вообще звоню? Ну, ты же примерно семьянин. Ну да. Слушай, она точно не это... Она в санатории. А что, ты маму тоже хочешь взять? С мамой будет дороже, потому что ей... За маму будешь сама доплачивать. Тем более у меня есть своя. Привет. Рассчитайся с грузчиками. Так, подожди. Сюда, ребят, ставьте. Ага. Подожди, ты чего? Вы что, ну совсем собираетесь переезжать? Никто же не знает, сколько твой Коти здесь пробудет. Мы не можем ходить в одном и том же. А это еще зачем? Антон не может спать на взрослых кроватях. Или у тебя есть детская? Нету. Ну, давай, сюда. Да ты чего здесь? Магазин игрушек хочешь открывать? Слушай, ну как ты хотел? У тебя 2 детей и нет игрушек. Неужели ты думаешь, что Коти поверит в такую ерунду? Не знаю, в моем детстве у меня столько не было. Ну, знаешь ли, ты не был ребенком, ты был подрастающим калькулятором. А мои дети, слава богу, нормальные. Ай. Так, стоять! Куда? Слушай, твой ребенок только что показал мне язык. Это нормально? В Эфиопии это обозначает «не беспокойся, ничего против тебя не замышляю». Какое облегчение. Мама! Так, Антон... Не трогай. Это что означает, а? Сокотри, это значит дружеский поцелуй. У нас Антон хочет стать путешественником. Так, на. Ничего не трогать! Антон! Кто там? Ты не поможешь мне кроватку собрать? Нет! Мне этому в Бауманке не учили! Что же я наделал-то? Это чего такое, а? Алена! Алена! А, дядь Лёш, она в магазин ушла! Потанцуйте с нами! Так, прекратите
это немедленно, что... Выключите музыку! Черт! Так, поставь немедленно! Так, дай туда планшетик! Прекратить! Ну-ка быстро отдай планшет. Кажется, вечеринка окончена. Я думал, это никогда не кончится. Как-то у тебя так получается. Практика? Я хочу, чтобы твои дети вели себя тише. У меня здесь не сумасшедший дом. Ну, тебе же нужны дети, чтобы показать их Коте. А дети, вот они такие. Да. Ну что, не хочется завести семью детей? Как я могу завести то, что не могу контролировать? Ладно, прибери здесь, пожалуйста. Я тебе не домработница. Так, минуточку. Это твои террористы здесь все разнесли. Я прошу тебя, проследи, чтобы они вели себя приличнее. У меня здесь не танцпол. Да, пока мы не приехали, у тебя здесь вообще был мавзолей. Какая разница? Это был мой мавзолей, слышишь? Мой личный. Конечно, конечно, уважаемая мумия. Да вы любую мумию из гроба поднимете. Это не дом, а дурдом какой-то. Это надо было ввязаться в такое. Фу, я не пойму, чем тут пахнет, а? Печенка. Мы с Антошкой приготовили. Алена, я ненавижу запах готовящейся еды. Ты не супергерой, потому что ты не ешь супереды. И вообще у тебя... А ты молчи. Звонит какая-то Наташа. Сказала, не может до тебя дозвониться, вечером зайдет. Черт, совсем забыл. Так, Ален, вот деньги. Ага. Передай, пожалуйста, только я тебя прошу, в квартиру не пускай. Я что, курьер, что ли? Тебе что, трудно просто передать деньги и сказать от меня? Почему я должна этим заниматься? А сам со своими бабами разбирайся. Ален, да при чем? А кто, кстати, она такая? Это моя бывшая жена. Черт, легко пойми. Меня нету. Ну, как можно быть таким бесчувственным? Это же твоя жена, пусть и бывшая. Вы же вместе жили, строили планы, хотели вместе состариться. Даже не хочешь выйти и поздороваться. Ты... Здравствуйте. Проходите. Я Алена, коллега Алексея. Интересный у вас дресс-код. Наталья, бывшая жена. Сейчас. Вот. Сам он, видите ли, не смог. Не захотел. Я знаю, он не горит желанием со мной встречаться. Ой, да вы не переживайте. Ну, это же мужчины, они все такие. Сначала признаются в любви, а потом бросают. Да еще и прячутся. Так вы думаете, что он меня бросил? Вы совершенно не разбираетесь в людях. Он не захотел встречаться. Да кто бы на его месте захотел? Я ему всю молодость испортила. Дура была.
Бросила его ради карьеры, когда он еще на ноги не встал. Не повторяйте моих ошибок. И держитесь за хороших людей. Они того стоят. Можно? Нет, но я все равно считаю, что тебе не стоит избегать с ней встреч. Ну, извини, да. Я погорячилась с выводами. Но я же не знала, что это она тебя бросила. Ладно, все. Ты так все уже в прошлом. Тем более, это был хороший урок, и я его усвоил. Поэтому больше серьезных отношений не завожу. Ого. Это как уйти в затворники, чтобы не заразиться гриппом. Слушай, ну такая профилактика хуже любой болезни. Ну, какая есть. Ну как? Все равно от всего себя не обезопасишь. Жизнь же, она такая, все просчитать невозможно. Почему же невозможно? Просто надо уметь контролировать свои эмоции. Ну и как? Получается? Получается. Поэтому в моей жизни порядок. Да уж. У тебя в квартире живет чужая женщина с чужими детьми. И в течение какого-то ближайшего времени они будут изображать твою семью. И ты это называешь порядком? Ну, это же временно. Через несколько дней все опять станет на свои места. А вот у тебя... А у меня не встанет. И слава богу. Ну да, может быть, моя жизнь сумбурна, но мне другой не надо. У меня угнали машину, которую я собиралась продать, чтобы отправить дочку в Австралию. Поэтому мы здесь. Может, кто-то скажет, что это хаос. Но для меня это просто проблема, которую надо решить. Вот и все. Не знаю, я бы так не смог. Тебя никто не заставляет. Спокойной ночи. Что происходит, а? Что происходит, а? Антон, ты с ума сошел? Время 6 утра. Что за какофония? Никакая и не фоня. Это мой баян. Мне бабушка подарила. Молодец. Антошка, понимаешь, ты не играешь. Ты такое ощущение, как будто кота тянешь за... Не играешь, в общем. Нет, я играю. Так, все, дай туда баян. Что за ребенок, а? А ты седой. Чего? Слушай, ты что, издеваешься? Ты почему со мной так разговариваешь, а? Тебя кто вообще воспитывал, а? Ты что кричишь на ребенка? А чего он... Господи. Мам, он говорит, что играть не умеет. Ты сам седой. А ты не ябедничай. Быстро в ванну зубы чистить. А у тебя краска на пальцах облезла. Вот, посмотри, кого ты воспитал. Быстро чистить зубы, я сказала. Так, не смей кричать на моих детей. Сначала с твоих заведи, а потом кричи. Слушай, на моих детей кричать было бы не нужно, потому что они бы умели себя вести. Да, ну конечно, они бы читали экономикс и решали задачки по бухучету, Ну, да? по крайней мере, в 6 утра на баяне они бы точно не пиликали. А ты не нервничай, значит, а то посидеешь. А ты...
Макатиша Хаяка. О, привет. Здорово. Че, духа вызываешь? Да нет, тетка из Израиля перевела текст приветственный. Вот, познакомься. Вазген тоже. Макатиха. Ты так язык сломать можешь. Но Алексей же просил сделать все возможное, чтобы дедушка чувствовал себя как дома. Учите. Брухим! Москва. Доброе утро. Доброе. Как отлично, вы вовремя. Миша ждет на улице. Надо детей в школу отвезти. Подожди, ну что, они сами не доедут? Издеваешься? Кристина, Антон, подождите меня на улице, ладно? Хорошо, давай вызовем такси. В чем проблема? Я не могу отправить своих детей с незнакомым мужчиной. Тогда поезжай с ним. Ну, опоздаешь на пару часиков. Уж с начальством я как-нибудь договорюсь. Смешно. Только если я с ними поеду, я задержусь часов до 3, не меньше из-за пробок. Господи, хорошо, ладно, пускай дети едут с водителями, мы с тобой сами доберемся. Так что давай, собирайся, мы опаздываем. Да, я вообще-то собрана. Подожди, ты что, собираешься на работу в таком виде? В каком таком? Я каждый день так хожу. Слушай, в чем проблема? Алён, послушай. Ну, ты скоро, мы в школу опаздываем. Сейчас, подождите, сейчас на улице. Послушай, судьба компании сейчас в руках Коти, и мы должны ему понравиться. Он из религиозной семьи, и мне кажется, тебе нужно одеть что-нибудь поприличнее. Фиг. Аленочка, ну я тебя прошу, ну это временно. В конце концов, ты моя жена, и ты должна соответствовать. Не дождешься. Алена, я повторяю, он из ортодоксальной семьи, они у них не носят джинсы. А я из Бирюлева. И у нас все носят джинсы, включая священников и монашек. И ты не заставишь меня надеть платочек и юбку в пол. Так, Алена! Нет! Мам, дядя Леша, вы что, ругаетесь? Подождите на улице! Что это такое, а? Москва. Институт благородных девиц. Дэвид, вот это мой скромный офис. Шалом! Макатиха Хаяка. Шаману Алиха работ, Вемиот, Смехим, вот Хаят. Брухим Хаваим Ле Москва. Москва. Иршлотет Хаедот. Едот. Хаверину Хаякар. Якар. Атем Шигурим? Шигурим! Ну что, пьяный? Нет, вы что, они у меня не пьют, просто веселые ребята. Это мои помощники Дмитрий, Вазген, Олег. Дэвид! Это Алена, моя жена и мой заместитель. Очень приятно. Я тоже очень много о вас слышала. А чё, что я по-русски-то? Дэвид, давайте пройдем в конференц-зал. А после совещания, я знаю, здесь неподалеку отличный рыбный ресторан. Прекрасная идея, но только я рыбу не ем. Но на той стороне улицы есть великолепная пиццерия. Там мы и проведем наше совещание. Отличная идея. Мы с женой очень любим пиццу. Особенно Алексей. Просто обожаю. Да. Очень. Пища богов. Знаете, я очень люблю пиццу. Да. Вредно. Жирно. Но вкусно. Я фанат пиццы. Я думал, что сначала мы займемся дистрибуцией, а потом уже, если все пойдет хорошо, мы можем наладить. Алексей, да хватит о работе. Давайте, вот, ешьте пиццу, потом добавка. Спасибо. Кушай, кушай. Правильно. Тонко резать пиццу вкуснее. А знаете, в чем секрет моего успешного бизнеса? В чем же? Да вы ешьте, не отвлекайтесь. В пицце. Да ну. В хорошей пицце. Я когда приехал в Канаду, у меня ничего не было. Была майка, одни джинсы. Ну, по ночам я разгружал вагоны. Ну, а днем я ходил в пиццерию. И однажды я порезал тонко-тонко пиццу и вдруг увидел,
что эти кусочки похожи на крокодильчиков. Я подумал, а что если герой бежит по болоту, и эти крокодильчики хватают его за пятки? Ну и, в общем, придумал игру. Вот. Ну и только потом мне сказали, что эта игра станет хитом. Господин Коти, Дэвид, вы знаете, мы с женой крайне редко готовим пиццу дома, но мы бы были рады, если бы вы при случае загляните к нам в гости. Да. Да что ж при случае-то, Алексей? Давайте прям сегодня. Отличная идея. Конечно. О, тебе что, дали роль в фильме ужасов? Ты хочешь, чтобы я надела рясу? Это последний писк, так все звезды одеваются. Ну, знаешь, у них это сценический образ. Они по улице так не ходят. Они ходят. Хорошо, они ходят. И ты будешь ходить в чем хочешь, когда будешь жить одна, хоть голая. А пока ты живешь со мной, ты будешь одеваться прилично. Боишься, что у дедушки будет инфаркт? У дедушки вряд ли. А вот у дяди Лёши. Хорошо. Надену джинсы. Нет. Ты наденешь то платье, которое я тебе купила на Новый год. Но я в нем похожа на... На человека. Шагом марш. Вот возьму и все как расскажу вашему Коти-шмоти. Да, пожалуйста, останешься без Австралии. Наша дочь, Кристина. Очень приятно. Друзья мои, я хотел бы поблагодарить вашу замечательную семью за теплый прием и выпить за наше дальнейшее, самое тесное, теснейшее сотрудничество. Замечательный тост. Да. Чин-чин. Ну, рассказывайте, как вы познакомились? Да, особо-то рассказывать нечего. Алена пришла устраиваться ко мне на работу. Панопчику. Прости? Ну, мама, когда пришла с собеседования, сказала, что там настоящий паноптикум. Вот, значит, как. Да, у меня тогда был действительно небольшой беспорядок в офисе. Я его только снял, поэтому ремонт еще не успел доделать. Ну, до конца, сами понимаете. Ну, понятно. И сразу в нее влюбились? Конечно. Но сколько вы друг друга добивались? Месяц? Вот. Ну, просто дело в том, что Алёша всегда говорит, когда он за мной ухаживал, для него время совершенно незаметно летело. Ну, еще бы. Завоевывать такую замечательную женщину. А вы знаете, в Москве очень быстро летит время. Я живу в Монреале. Городок, конечно, поменьше, но тоже суетливый, поэтому приходится от него отдыхать, ездить, не знаю, на Кубу. Вы были на Кубе? Да. Нет. Не напоминайте маме о той поездке, они так поссорились. Ой, не говорите. Лучше не вспоминать. Кристиночка, ну, расскажите, пожалуйста, а вы чем увлекаетесь? Анна Мальвина. Я не формал. Это такое молодежное движение, субкультура. Кого-то ждете? Да нет, вроде. Минуточку, я пойду посмотрю. Кристиночка, какие новые темочки? А у кого?
Во-первых, здравствуйте, молодой человек. Во-вторых, я разыскиваю свою дочь. Поздравляю, но у нас не детективное агентство, ничем не могу помочь. Подождите. Мне дали адрес в вашей фирме. Так. Моя дочь Алена Вишневская. Вы же в санатории. Как видите, уже нет. И ключей от дома у меня тоже нет. Позовите, пожалуйста, Алену. Минуточку. Ален, там в прихожей твоя мама. Да этого не может быть, она в санатории. Значит, у тебя две мамы, потому что одна из них сейчас стоит в моей прихожей. И будет лучше, если ты куда-нибудь уберешь. Секундочку. Что это? Ты что здесь делаешь? Ты же должна быть в санатории. Там одни старики. Кругом. Одни склерозы и подагры. Я хочу домой. Кстати, а что ты здесь делаешь? Слушай, а что ты мне не позвонила? Хотела сделать сюрприз. У тебя получилось. Сейчас, подожди, я тебе вынесу ключи от дома и деньги на такси. Сейчас. Сейчас. Согласен. Бабушка! Антон! Бабушка! Тоша! Вернись за стол. Что здесь происходит? Я не могу пообщаться с собственным внуком. Мама. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот воспитанный мужчина. Меня зовут Капиталина Альбертовна. Я мама вот этой вот барышни. Мама? А я думал, что сестра. Старшая. Дэвид. Очень приятно. Ну, а что же мы вот так вот в коридоре стоим? У нас великолепный ужин. Ваша дочка прекрасно, фантастически готовит. Дэвид, мне кажется, Капиталина Альбертовна как раз собиралась поехать домой. Да. Я с удовольствием бы перекусила, потому что у нас там ужасная кормежка была в пансионате, как в советской столовой. Привет, Кристина. Вот так. Что здесь происходит? Что? Хороший у вас зять, молодой, успешный. И отец, видимо, тоже хороший. Какой еще зять? Действительно, какой же зять? Для нашей мамы я не зять, я сын. Что вы имеете в виду, простите? Мам. Капиталина Альбертовна. Что? Что? Дэвид, дело в том, что мама очень устала, на 200 километров проехала. Ничего я не устала. Вообще, что за цирк вы мне здесь устроили? Ладно, хватит, я пошла домой. Где мои вещи? Ты с ума сошла, я не собираюсь в этом участвовать. Мамочка, ну это же моя фирма тоже в каком-то смысле. Я в нее столько сил вложила. Это не ко мне. Не проси. Все, что хочешь. Только помоги. Все, что хочу. Дэвид, меня ради бога извините. Ну, у нас с Алексеем бывает иногда некоторые разногласия, а в какой семье их нет. Правда, сынок? Правда, мама? Понимаю, Танечка, понимаю. Что с ней сделала? Разрешила устроить дома йогу для пенсионеров. Какая-то умница, какая находчивая. У тебя дома. В Москве очень капризный климат. Вот. Но я думаю, что он нам не помешает устроить маленький пикник. Старинная русская традиция – пикник на природе. Завтра. А что? Отличная идея. Мы, кстати, тоже с семьей обожаем устраивать пикники. Капиталиночка, а вы к нам присоединитесь? Прошу прощения. С вашего позволения, я на минутку украду свою жену. Ален, ты чего? Еще раз полезешь с поцелуями, получишь в монитор, понял? Слушай, хорошо, извини. Только я тебя прошу, не мешаем. Ну ты что, не видишь? Пусть пофлиртуют. Они же нравятся друг другу. Ты что, с ума сошел, что ли? Да что такого? Ну пусть пофлиртуют. Глядишь, контракт быстрее подпишем. Это же моя мама, финансист и фигов. А если она в него влюбится? Чего? С чего она влюбится-то? Она что, Джульетта, что ли? Ей явно больше 14. Слушай, мне тебя иногда прям придушить хочется. Ну, вот и мы. О, прекрасно. А мы с Капиталиночкой вас заждались. Она согласилась поехать вместе с нами.
быть Мальвина косолапая. Дай мяч. Сейчас у меня кое-кто получше. Так, тихо. Кристина, Антон. Слушай, я пойду с ними поиграю, а то они друг друга побивают. Мам, порежь, пожалуйста, огурчики. Эй! Дядя Леша, идите к нам. Антош, не могу, шашлык сгорит. Ну-ка, давай. Иди, играй. Спасибо. Ну вот, я с вами. Не замерзли? Я зимой в прорубь ныряю. Угу. Давай им восхищаюсь. А я так что-то и не решился. Это совсем не страшно. Надо только первый шаг сделать. Вот как в жизни. Боишься чего-то, боишься даже начать. Потом делаешь, думаешь, чего ты трусил вообще? Угу. Вы смелая женщина. Меня захвалите. Капиталина Альбертовна. Можете просто капа. Угу. Давай. Отличный парень, ваш зять. Ну, может быть, не очень решительный, но я думаю, что и это пройдет. Вы думаете? А не пора ли нам перейти на «ты»? Не возражаю. Молодец. Я думала, мы только к утру доедем. 50 километров в час. Надо быть таким осторожным. Если бы я был неосторожный, я бы был мертвый. А самый смелый потом остается с кучей детей. Так, Кристина, держи. Да, Катюш? Подожди, тихо, спокойно. Объясни по-человечески, что происходит. А в больницу звонила? В полицию? Успокойся. Успокойся. Сейчас я приеду. Да. Давай. Так, стоп. Куда ты приедешь? Слушай, у подруги папа пропал. Утром ушел и до сих пор нет. Телефон не отвечает. А ты чем можешь помочь? Как это чем я могу помочь? Я ее подруга. У нее кроме меня и папы вообще никого нет. И чего? Так, стоп, а дети? Ну, посмотри за ними. Мама поможет. Ты с ума сошла? Алексей, звонила Алена, просила передать, что она задержится. К вам, возможно, зайдет Антон и будет просить, чтобы вы с ним посидели. Не соглашайтесь. Он до сих пор боится засыпать один, надо его приучать спать в темноте. Хорошо. Что еще? Что? А вы не понимаете, что вы обманываете хорошего человека и прикрываетесь моей дочерью и ее детьми? Минуточку. Что значит прикрываюсь? Я что ли от бомбежки, что ли, защищаюсь? И вообще, что плохого в том, что Алена, идите сыграть небольшую роль, причем за деньги, за немалые деньги. А вы понимаете, что им потом придется вернуться домой? Конечно, придется. А куда же им еще? Конечно, куда же им еще-то? И то, что мои внуки к вам привязались, вас совершенно не волнует. Подожди, а почему меня вообще должно это волновать? Я их что, приручал, что ли? Я просто попросил Алену и детей сыграть роль моей семьи. Все! Нет такой роли. Сыграть семью невозможно. Алексей. Так, что это? Дядя Леш, я хочу спать. Мудрое решение. Иди ложись. И бабушку с собой прихвати. Бабушка со мной не идет, а я один не могу. Я темноты боюсь. Что ты предлагаешь? Посидите со мной, пожалуйста. Нет, все это исключено. Во-первых, у меня много работы. Во-вторых, ты уже взрослый мальчик, и пора привыкать спать одному. И бабушка так сказала. Все
все такие умные, будто никогда сами ничего не боялись. Ты знаешь, я тоже в детстве боялся темноты. С тобой сидела мама? Нет, я жил у бабушки с дедушкой на Украине. Просто мама много работала, поэтому отдавала меня к ним. Значит, с тобой сидела бабушка? У меня был очень строгий дед. Он запрещал бабушке со мной сидеть. И ты не плакал? Честно говоря, бывало. А дед злился и заставлял меня решать задачки. Он у меня был учителем по математике. Ты их не любил решать? Ну почему же? Я вообще с детства любил цифры. А не каждый же вечер. И понимаешь, иногда так хотелось, чтобы вместо деда в спальню вошел папа. Обнял меня и подарил лук. Представляешь, с самого детства мечтал о классном луке. А дед был против. Говорил, что это баловство. Я думаю, дедушка тебя любил. Он просто задачками отвлекал тебя от темноты. Я тоже так думаю. Ах, сейчас бы я много отдал, чтобы вошел в спальню дедушка с учебником и задачками. Он умер, да? Ну ладно, все, спи. А у тебя нет какой-нибудь задачки? Подожди. Смотри. Есть задача Эйнштейна. Привет. Привет, закидывай кости. На шлем. Прошвырнемся? Ага. Куда это мы собрались? Никуда. Я просто поздороваться вышла. Жди меня у подъезда. Чтоб я тебя рядом со своей дочерью больше не видела. Понял? Понял. Не дурак. Вот и умница. Спит без задних ног. Все-таки математика – великая наука. Я ему задачку задал. Мой дед когда-то так делал. Представляешь, сразу же уснул. Слушай, отличная методика. Можно патентовать, Алён. Так, что случилось? Крис, иди к себе в комнату. Что произошло? На тебе лица нет. На тебе головы нет. Полегче. Я все-таки твой начальник. И я уложил Антона. Пока ты укладывал Антона, Кристина чуть не уехала на мотоцикле с каким-то придурком. Ален, ну я все-таки не нянька, я не могу за всем уследить. Но она подросток, понимаешь, за ней нужен глаз да глаз. Господи, опять я виновата. Да ни в чем ты не виновата. Не твоя же семья, в конце концов. Антошку уложила, на том спасибо. Тяжелый день. Да уж. Денек так себе. А покрепче? Понял. Угу. Ух ты. А можно посмотреть? Пожалуйста. Коновалову Алексею, участнику театральной студии «Галерка», за блестящее исполнение роли Ивана Бездомного в спектакле «Мастер и Маргарита». Это что, шутка? Почему это шутка? Ну, знаешь, если бы я на работе рассказала, что наш калькулятор играл Ивана Бездомного в школе, мне бы никто не поверил. Во-первых, не в школе, а в институте. А во-вторых, ничего сложного.
Я построил эмоциональный алгоритм образа Ивана Бездомного. Тогда понятно. Ты чё? Ты еще правда поверил? Развел меня. Так полегче, я все еще твой начальник. Да не начальник, ты а провокатор. Кстати, как там дедушка? Ну, этот пропал, который. Ага. Да, пока не нашли. Завтра вот хотим окрестные больницы объехать. Может быть, он в какой-нибудь из них. Ой, только не знаю, что с работой делать. Как так? Плохо. Без тебя вовсе будет очень сложно. Я даже не знаю, как мы справимся. И что самое ужасное, тебя решительно неким заменить. Да. Ладно, не переживай. Выкрутимся как-нибудь. Опять развел. Тебе там еще не хватает парочки грамот за успехи на ниве садизма и бытовой лести. Угу. За это и выпьем. Доброе утро, Алёша. Друзья, это Алексей. Он любезно согласился, чтобы наши собрания проходили у него. Алексей, я там сырников пожарила. Поешьте, пока теплые. Спасибо, я не голоден. Ну как же, обязательно покушайте. Капиталина Альбертовна, я крайне редко ем дома. Да и спортом предпочитаю заниматься вне его стен. Что это с ним? Нет, я, пожалуй, пойду. Да, я, пожалуй, тоже. Ну вот, всех разогнали. Нельзя же так с людьми. Я их сюда не звал. Зато нас звали. А это наши друзья. Хотя о чем это я? Вы слова-то такого не слыхали. Почему же слыхал? Проходил в институте управления. В теории менеджмента дружба – это легкий способ добиться всего при минимальных затратах. Я очень сомневаюсь, что у вас когда-нибудь были друзья. Вы же ходячий… Калькулятор! Знаю! Тоже мне бином Ньютона. А что вы кричите? Слушайте, а что вы все от меня хотите? Что вы все ко мне лезете со своими нравоучениями? Я вам что, не понимаю, конструктор, что меня по частям разбирать? А? Собой займитесь. Дочка, он воспитывает 2 детей без мужа, а мамаша на старости лет крутит романы с заезжим гастролером из Канады. Тоже мне семья с нравственными… Вы о нас ничего не знаете и не смеете говорить. Моя дочь была безупречной женой. И не ее вина, что ее муж ушел к молодой практикантке. Да и я, мне кажется, заслужила право, как вы выражаетесь, крутить романы на старости лет. И даже если Дэвид уедет навсегда, я с величайшей нежностью буду вспоминать эти несколько дней счастья. А вам и вспомнить нечего, потому что вы же все откладываете на завтра. А если завтра не настанет никогда? Ну вот, а то дом не ем, дом не ем. Вкусно ведь? Да, правда, очень вкусно. Честно говоря, у меня
Давно не было таких прекрасных выходных. Правда? А вы йогой-то давно занимаетесь? Около 10 лет. И что, в эту в шарасану стали? Шаршасану. Встаю. Да ладно. А я так и не осилил. Йога – это же не набор упражнений. Йога – это философия. Алексей, я хочу поблагодарить вас за сказочный отдых. Дэвид, пустяки. Какой там отдых? Ужин и уикенд. Я уверен, что у себя в Канаде вы отдыхаете более динамичнее. Ну, не совсем так. У себя в Канаде я ничего, кроме стен своего личного кабинета, не вижу. Вообще, после смерти моей жены я перестал отдыхать. А сейчас думаю, что зря. Жизнь проходит. Очень редко встречаюсь с сыном. Он заведует филиалом. У него своя жизнь. Жена, дети. Ну, а вы за это короткое время стали моей семьей. Спасибо, Дэвид. Вы знаете, я тоже вас хотел кое о чем попросить. Да. Может, это, конечно, не мое дело, но я не мог не обратить внимания, как что у вас с моей, с Капитолиной Альбертовной завязалась дружба. Вы знаете, она у нас дама чувствительная, немножко своеобразная, ну уж какая есть. Я просто хотел вас попросить, чтобы вы не делали необдуманных шагов. Алексей, ну как же это прекрасно, что вы заботитесь о теще. Да боже упаси! Я и не хочу, и не могу сделать ей ничего плохого. Спасибо. Ну, вот, собственно говоря, юристы подготовили договор. Давай, осторожно. За деревом по-любому есть. Да, Вот, я же говорил. куда ты? Слушай, а то мне оружие. Пошли. Мочи, давай. Во-во-во, сейчас молодец. Ну, видал, как он рубится? Во-во-во. Мы не в Марию играем. Понял. Есть, молодец. Извините, минуту покоя. Алло, как ушла? Куда ушла? Ладно, все, я понял. Что случилось? Дэвид, простите, там Кристина куда-то ушла. Ну, ничего страшного, она уже взрослый человек. Она взрослая девочка, да, но за ней там один байкер ухлёстывает. И мне кажется, что он тоже думает, что она взрослая. Я скоро. У Никиты свалили родаки на дачу. У него вчера днюха была, ему 500 баксов подарили. Можно поехать и обалденно отвиснуть. Поехали. Да не могу я, меня мать потом убьет. Да ладно, чё, мать, поехали на час? Я тебя через час привезу, поехали. Она даже не заметит. Поехали? Я тебя привезу через час. Дэн, да ладно. я не готова. Да нет. ладно, это сама себе говоришь. Туалет. Чё? Тебе же сказали нет, ты что, тупой, что ли, а? Ты чё, ты кто? А? Еще раз подойдешь, мне ноги переломаю. Ясно? Я тебя запомнила! Ты дура, что вообще ко мне не подходила! Ну ладно, что насыпалось-то? Ну, мне, наверное, положено грустить. С чего ради? Как это с чего? Вы только что сломали мне личную жизнь. И теперь Дэн ко мне близко не подойдет. Да уж. Да и черт с ним. Да как это? Ну, дядя Леш, ну вы ничего не понимаете. Он вон какой красивый. Какой же он красивый. Так симпатичный, смазливый. Разницу ты чувствуешь? Вот ты красивая. Все равно.
Вы знаете, какие у него друзья? Вот у него есть друг Никита, а у него родители депутаты. А еще у него есть друзья байкеры. Один даже в тюрьме сидел. Круто? О, что ж крутого, когда у тебя друзья уголовники или родители депутаты. Нет, это, конечно, круто. Но круто это когда ты сам что-то сделал, а? Вот, например, дядя Коти открыл огромную компанию. Круто? Еще как. Вот, или мама твоя. Ну что, мама? Как что мама? Мама воспитала вас, при этом работает, при этом один из лучших программистов Москвы. Круто? Круто. Круто. Выражаясь вашим языком, это вообще крутяк. Но я не знала, что мама такая крутая. А то. Поэтому крутость – это не внешность и не мотоцикл, который тебе кто-то подарил. И уж точно не умение пускать пыль в глаза, как этот Дэн твой делает. Круто – это когда ты делаешь дело и умеешь отвечать за свои поступки. Понимаешь? И в этом твоя мама любому фору даст. Да. Дядь Лёш, а ведь вы на нее запали. У кого? Сами знаете. Что за глупости ты говоришь? У нас просто рабочие отношения, и все. Ну, а как же умение отвечать за свои поступки? Так, подожди. Во-первых, я не говорил, что я крутой. А во-вторых, давай пойдем, чтобы мы заболтались с тобой. Дядь Лёш, только маме ничего про Дэна не говорите. Он ей не нравится. Мне тоже не нравится. Ладно. Что, нашли дедушку? Пошел погулять, упал, сломал ногу. Отвезли в больницу, а в больнице номер телефона свой вспомнить не смог. Понятно. Ну ничего, врачи говорят, скоро поправится. Ты скажи, ты что с моей мамой сделал? Невиновен. А что говорит прокурор? Прокурор говорит, что ты ее обаял за один день. И отказывается теперь тебя называть калькулятором. Жаль. Уже начал привыкать к этому прозвищу. Ну, ты не волнуйся, другие-то не перестанут тебя так называть. Ладно, давайте, детеныши. Тихо, я сам отнесу. Нормальный, никакой не седой. Ну что, поздновато уже. Пора спать ложиться. Че это было-то? Вообще-то это моя спальня. Какая разница? Что это было? Что было? Слушай, ты мне тут веником-то не прикидывайся. Ты меня только что поцеловал. Ну, извини. Извини? То есть ты целуешь женщину, потом ты убегаешь, ты прячешься, как нашкодивший мальчишка, и еще извиняешься. Послушай, а почему ты все время убегаешь? Тебе что, совсем не интересно, что будет дальше? Ален, я знаю, что будет дальше. Дальше будет хаос. Такой же, как был с моей бывшей женой. Когда возвращаешься домой и не знаешь, что там тебя ждет. Когда настроение меняется по несколько раз в день. Я целых 7 лет пытался хоть как-то упорядочить свою жизнь. А ты за пару дней здесь все перевернуло с ног на голову. И вот я уже дружу с твоей мамой, мне нравятся твои дети. Но я не готов, понимаешь? Не... Хватит.
Алена, ты чего? Контракт с Коти будет подписан сегодня, правильно? Значит, ее необходимости в нас больше нет, правильно? Ален, подожди. Есть или нет? Мам, мы... Вот. Отнесите в машину. Нет. Если необходимости в нас больше нет, то мы уезжаем. Все условия соглашения мы выполнили. И прошу оставить мою семью в покое. Нет. Что нет? Не все условия. Подожди. Спасибо за отличную работу. Вы прекрасно справились. Вот гонорар. Теперь все. Дверь можете захлопнуть. Посидел. Так. Алло? Ален, ты деньги забыла. Что значит, тебе от меня ничего не нужно? Ты их честно заработала и должна забрать деньги. Какое к черту заявление об уходе? Я его не подпишу. Да мне плевать, что у нас нет крепостного права. Я его не подпишу. Все, забери деньги. Что за женщина? Мам, ты плачешь? Нет. Вода умылась просто. Конечно, вода у нас хлорированная, глаза от нее красные. Как это у меня умная. Даже страшно становится. Здравствуйте, Дэвид. О, Алексей, привет. Позавтракайте со мной? С удовольствием. Да. Тем более у меня к вам есть разговор.
Долгий? В общем, кофе, пожалуйста. Даже не знаю, с чего начать. Так вот. Сначала. Ну, я не понимаю, зачем был огород городить с этой фиктивной семьей? Как зачем? В Википедии сказано, что вы родились в Любавичах. Так, и что? Как что? Там сказано, что ваш отец был раввин, и я подумал, что вы никогда не согласитесь на гешефт с 40-летним холостяком. А что смешного? Алексей, я в 15 лет сбежал из дома. Кроме того, я агностик и обожаю свинину. Ну, что было дальше? Ну, знаете, дальше вообще все запуталось. Так. Отличная история. Только я не понимаю, зачем вы мне ее рассказали. Я хотел, чтобы вы знали, что у нас с Аленой никогда не было семьи. А вы уверены в этом? Уважаемый господин Коти, я прошу прощения за обман. Так. И за обманутые ожидания. Тем более, я думаю, что слияние наших компаний, очевидно, не состоится. Ну, почему это вы отказываетесь от слияния? Дело в том, что Алена уволилась, а без нее я не вижу в этом никакого смысла. Так что я прошу прощения. Вообще, это была изначально дурацкая затея. Все к черту все. Буду рисовать сайты, в конце концов, я на этом неплохо зарабатывал. Понимаете, Дэвид, без Алены мне не нужна эта компания. Ну так и скажите ей об этом. Да я говорил уже 100 раз, она не хочет со мной разговаривать. Знаете что, дорогой Алексей, давайте не будем пороть горячку. У нас с вами намечается замечательное, благородное дело. Мы будем с вами выпускать игрушки. И кроме того, ваш байт – это ваш ребенок. Как же можно отказываться от ребенка, если вас бросила женщина? Я предлагаю вам уйти в отпуск, а я пока поруковожу байтом. Ну, я, вы знаете, там в этой корпорации громадной совсем забыл, как это так, руководить маленькой компанией. Подождите, а мне что делать? Встать на голову. Не понял. Знаете индейскую притчу о Доне Хуане и волшебном олене? Нет, не слышал. Однажды пути Дона Хуана и волшебного оленя пересеклись. Обычно человек при встрече с волшебным оленем пугался и в конце концов становился жертвой этого волшебного оленя. Ну, а если на пути встречался охотник, то он хватался в конце концов за оружие и убивал волшебного оленя. Но Дон Хуан решил пойти своим путем. Он встал на голову и заплакал. Олень подошел к нему и спросил: «Почему ты плачешь, Дон Хуан?» «Потому что мне грустно». И чего? Ну, очень странное чувство юмора у индейцев. Но в одном Дон Хуан прав. Если ты хочешь поймать чудо или вернуть любимую женщину, то нужно встать на голову. Да, как это? Послушайте, Дэвид, у меня к вам есть просьба. Ой, Аленочка, добрый день. Здравствуйте, Галина Васильевна. Как здоровье? Да ничего, все хорошо. А у вас гости? Я же просила оставить мою семью в покое и не лезть в нас. Ну, если вы против, я уйду. Мы осваиваем одну из основных поз – позу героя. Извините, Алена. Ой, да. Нет, это вы меня простите. Я просто... Привет, мам. В общем, я позвонила, узнала, билеты есть. Если брать туда и обратно, то будет скидка. Подожди. Какие билеты? Как какие? В Австралию. Ой, Крис, с Австралией придется повременить у нас сейчас, сама понимаешь. Это я попросил ее позвонить.
Ну, просто я до безобразия богатый старикан, и мне хочется сделать вам приятно. Я хочу оплатить эту поездку. В долг, конечно. Ну, а вы отдадите, когда сможете. Ты настоящий йог. Ну, не знаю, разве что в долг. Да. Ура! Я еду в Австралию! Спасибо, мама. Бабушка. Кто? Кто там? Это я. Я вот документы принес. Сейчас. Алена. Дорогая Алена. Что за бред, а? Алена, я идиот. Я вел себя как перепуганный мальчишка. И нет прощения. Потому что... А где же добрый день, Капиталина Альбертовна? Алена просила меня забрать документы. Понимаю. Как дела, Алёша? Спасибо, не жалуюсь. Как настроение? Отлично. Черт, кого я обманываю. Отвратительное настроение. Алена не отвечает на мои звонки. Да что там, она даже не может выйти, чтобы просто документы забрать. Я себя чувствую каким-то прокаженным. Ну что, я не заслуживаю второй шанс, что ли, а? Ну да, я был идиот. Да, я был бесчувственный болван. Да даже приговоренному к смерти дают сигарету. Почему она не может со мной просто поговорить, а? Тише. Да что тише, а? Ну что, их жалко, что ли, а? Вот даже вы говорили, что нельзя в жизни упускать ни одного шанса. Жизнь коротка. И что теперь? Кто его теперь упускает, а? Мне нужна семья, а ей, выходит, нет. А как со здоровьем? Вы что, издеваетесь, а? По утрам бегаешь? Нет, не бегаю. Очень зря. Мой учитель йоги советует всем бегать по утрам. Капиталина Альбертовна, при чем тут бег, а? Мы все бегаем. Да мне все... Кто на роликах, кто на велосипеде. У нас здесь рядом парк. Парк рядом. И в какое же время ваш учитель йоги рекомендует бегать? А он говорит, что лучшее время 9 утра. 9. Нормально. Спасибо. Вперед, собака, мордой вверх. Ален, подожди, пожалуйста. Я прошу тебя, ну, пожалуйста, просто выслушай меня. Аленочка, послушай. Я очень многое понял после того, как вы ушли. Раньше моя жизнь была спокойной. На самом деле, мне было очень одиноко. Это, знаешь, как в темноте. Я больше не хочу жить один в этом доме. И я больше не хочу бояться темноты.
Я прошу тебя, дай мне еще один шанс. Пожалуйста. Возвращайся. Ну хорошо. Я вернусь. Когда рак на горе свистнет. Ален, Ален. Ну как, дядя Лёш? Ну что, простила? Сказал, вернется, когда рак на горе свистнет. Жалко. Да. А что вы такие мрачные? Она ж не сказала нет? Все купили? Да. Как дела? Нормально. Пойдем. Заходи. У нас примерно 3 часа. Я поговорила с бабушкой, она все-таки смогла пойти с мамой погулять. Но мама, естественно, не соглашалась, но бабушка мне уговорила. Я якобы с Антоном пошла кататься на роликах. И учтите, я обманываю свою родную мать за вас. Понял. Ну? Вот. Так, вот. Тоже просыпайся. Что, надеюсь, все сработает. Все, ничего не забыли? Нет, все. До завтра. Пока. Дядя Лёш, это тебе. Только маму пройдет прямо все. Спасибо. Мечты сбываются. Крис, ну что ты нас сюда притащила? Здесь, что ли, на роликах кататься? Мам, не ворчи. Смотри, как здесь красиво. Господи, какая же красота. Да, согласен. Ой! Сейчас. В общем, я свисток потерял. Оболтусы. Ну ладно, он ребенок, а ты-то взрослый мужик.
Да какой же я взрослый мужик-то? Ты не видишь, я рак, который свистнул на горе. Так себе свистнул-то. Ну, как мог, так и свистнул. И теперь ты должна ко мне вернуться. Ты же обещала. Как же я могу к тебе вернуться, если ты рак? Я ж не просто рак. Я рак, который в тебя влюблен. Возвращайтесь уже. Всем табором. Я без вас жить не могу. А как же твой порядок? Ты же знаешь мою семью. Тебе зачем такой хаос? Да к черту этот порядок. В моей жизни как раз не хватает хаоса. И вообще я рак. А зачем раку порядок? Что? Ну? Как что? Целуй его. Все ждут. Кто это все? Мы. И вон они. Дэвид передал нам с Аленой бразды правления объединенной компании, а сам с Капитолиной Альбертовной усиленно занялся йогой. Теперь они готовятся к переезду на Гоа. Кристина окончательно рассталась с неформальным движением и мечтами попасть в крутую компанию. Теперь она дружит с парнем своего возраста, хотя времени на свидание почти не остается. Мечтает стать модельером и придумывать одежду. Антон больше не боится темноты и теперь спокойно засыпает в одиночестве, глядя в звездное небо. Кроме того, у него появилась работа. Антон 1,5 часа в день тестирует наши новые игрушки. Мне иногда кажется, что он самый полезный сотрудник нашей фирмы. Ну а мы с Аленой руководим Infinity Game. Правда, Алене сейчас немного не до того, все-таки 7-й месяц. Но она упорно отказывается уходить в декрет. Говорит, что программисты выше этого.